Вот такой обалденно вкусный ужин я сегодня сделал. Молодая картошка, котлета по-киевски и морковный салат. И на десерт я сделал кисель с черного хлеба со взбитыми сливками. А если вы желаете узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в мою кухню, время готовить. И сегодня я решил сделать в духовке котлеты по-киевски. Я не умею делать, и я никогда не пытался их делать, а решил пользоваться с полуфабрикатов. У нас такие уже продаются котлеты по-киевски. Я давно их не покупал, наверное, 2 года я уже их не покупал, а сегодня что-то так захотелось и решил это сделать. Испекаются они довольно легко в духовке на 20 минут. К этому на гарнир я решил сделать молодая картошка или маленькая картошка. У нас в Англии называется new potatoes, которую кушают в очистках. И эту картошку в первую очередь я сейчас сварю и потом в духовке тоже прожарю. Это все обалденно вкусно. И к этому еще на салат хочу сделать морковный чесночный салат. Все вы знаете, как это делать, но я просто вам покажу, может быть, я вам подкину идею сделать то же самое. И на сладкое блюдо я уже давно не делал. Хочу сделать хлебный кисель или кисель с черного хлеба. Это очень популярно в Прибалтике, и я это люблю. И я тоже это давно не делал, и сегодня хочу тоже сделать и с вами поделиться методом приготовления этого киселя, который буду подавать с взбитыми сливками. А что время терять, пойдем покажу, что и как я буду делать. Может быть, я подкину вам идею, может быть, у вас аппетит появится на то же самое блюдо. Итак, здесь такая молодая картошка, она привозная откуда-либо. В общем, она маленькая картошка, которую здесь кушают в очистках. В первую очередь нам надо ее сварить. Котлеты по-киевски, так они готовятся быстро, 20 минут. Сейчас их пока отложим. А мы займемся салатом. Для салата нам надо взять морковку. Морковку пропустить через терку. Итак. Я побольше сделаю этот салат, потому что у нас салат этот любит, и он очень хорошо пойдет. Так, сейчас немножко приберу здесь. Теперь сюда в миску я покрышу немножко чеснока. Может быть, вы этот салат делаете чуть по-другому. Напишите, поделитесь своим методом. Мне очень интересно будет попробовать, если вы делаете что-то по-другому, тогда можно попробовать в следующем видео вашим методом сделать. Так, майонез. Перемешаем. Я люблю этот салат специально из морковки. Делается легко, но он обалденно вкусный, так как и корейский салат и все такое. Я давно корейский салат не делал, надо будет один день сделать. Сейчас поменьше миску и в холодильник отправим. И как раз к ужину все продукты между собой пропитаются, здесь и будет намного вкуснее. Потому что всегда салаты хорошо кушать пару часов после приготовления. Вот и все, салат готовый. Отправляем в духовку, и мы займемся хлебным киселем. Извиняюсь, салат отправляем в холодильник на пару часиков, а мы займемся как раз хлебным киселем. Итак, в этот хлебный кисель мы добавим яблоки, оно все вкуснее будет и должно дать такой кисло-сладкий вкус.
Сейчас мы сердцевину делим. Этот кисель очень популярный в Прибалтике. И это один из моих любимых киселей или дезертов. Если у вас взбитых сливок нет, то можно подавать со сметаной в холодном виде. И сейчас мы порежем яблоки и отправим в кастрюльку. Так. Кисель делается в пару этапов. В первую очередь мы сейчас сварим яблоки вместе с хлебом. Так, хлеб сейчас покрышим на маленькие кусочки. Все добавляю на глаз, сразу же говорю. Так, теперь заливаю водой 3/4. Примерно так. Теперь добавляю сахар по вкусу. Я примерно знаю, сколько мне сахара сюда надо. Но если понадобится, я еще добавлю. И сюда же добавлю немного лимонной кислоты, чтобы было такое кисло-сладкое получилось у нас. И это отправляем теперь на плитку, как закипит, дадим покипеть минут 15. И потом я дальше покажу, что дальше делать. Итак, взбитые сливки, то, что подаемся хлебным киселем. Это сливки хорошие такие, жирные. И добавлю сахар. Сахар добавляю по вкусу. Если очень сладкое, побольше сахара. Не очень сладкое, поменьше сахара. Я думаю, так недостаточно будет. И это взбиваем теперь. Вот и все. Сливки сбились. И сейчас я их отправлю в холодильник. И подается с хлебным киселем в холодном виде все. Итак, картошка у меня сварилась. Сюда я сейчас добавлю немного масла сливочного и немного растительного. В моем случае я буду пользоваться постным маслом. Немного поперчу. Подсолим слегка. И как следует перемешаем, чтобы картошка с маслом перемешалась хорошо. Только аккуратненько, чтобы картошку не сломать. Так. Беру форму и отправляю все в форму. И идет в духовку вместе с котлетами по-киевски. И котлеты сразу перенесем сразу в форму. 180 градусов, примерно 20-30 минут. Иногда полуфабрикаты выручают. Вот и все. Так что картошка с котлетами идет в одно время на 20-30 минут. Итак, наш хлеб с яблоками здесь покипел 15 минут. И сейчас пропустим все это через блендер. Так. Получилась однородная масса. Сейчас я это немножко уберусь. И сюда сейчас добавим теперь изюм. Так, теперь я попробую на вкус сразу же. Если надо, то еще сахар добавим. Слегка сахар добавлю. Так. И обратно отправляем на плитку. Как закипит, минут 5-10 на маленьком огне. И на этом тогда, может быть, выключить, и кисель будет готовый. И подается в холодном виде. Так что на плитку, как закипит, 5-10 минут. Вот такой финальный результат получился.
выглядит аппетитно, но получилось обалденно вкусно. Котлета по-киевски с полуфабриката, молодая картошка или маленькая картошка, которую здесь в Англии кушают в очистках или в кожуре, морковный салат и хлебный кисель или кисель с черного хлеба со взбитыми сливками. Итак, сегодня я поделился еще одной идеей, что можно приготовить на обед или на ужин. В моем случае я сегодня сделал котлеты по-киевски с полуфабриката. К этому сделал молодую картошку или маленькую картошку, которую здесь кушают в очистках в Англии. И также сделал морковный салат. И на сладкое я решил сделать хлебный кисель со взбитыми сливками. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое или наподобие такого. А на этой аппетитной ноте хотелось прощаться. Моя семья теперь садится за ужин. А вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья. Всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.